Друзья, приветствую вас на канале Food Court. И сегодня мы будем готовить сардельки. Сардельки настоящие, из настоящего мяса. Упругие, сочные, со вкусом из детства. Первый этап приготовления сарделек – это подготовка мяса, его предварительный посол. Нам потребуется говядина высшего сорта, свинина, лопатка, примерно 5-10% жирности. И, конечно, я буду использовать швартенблок, специальный секретный ингредиент. Это коллаген, приготовленный из свиных шкурок. Именно он придает сарделькам тот самый невероятный вкус и сочность. Для составления фарша нам потребуется сливки жирностью 10% из расчета 250 грамм на килограмм фарша. Специальная смесь специй из расчета 3 грамма на килограмм. Пищевые фосфаты из расчета 2 грамма на килограмм. Соль нитритная из расчета 9 грамм на 1 килограмм фарша. Соль обычная, поваренная из расчета 9 грамм на килограмм фарша. И сахар 2 грамма на килограмм. Также нам потребуется свиная черева для оболочки. Это диаметр 38-40 миллиметров. И колбасный шпагат. Для предварительного посола нарезаем мясо кубиками под мясорубку. Все точные пропорции для составления фарша, специй, соли вы найдете в описании к этому видео. Все расчеты в рецептуре сделаны из расчета на 1 килограмм мяса. Предварительный посол мы делаем отдельно, то есть нежирное мясо отдельно и свинина отдельно. Тщательно перемешиваем нитритную поваренную соль, таким образом, чтобы это равномерно распределилось между всеми кусочками мяса. Посоленное мясо мы складываем в обычный zip-пакет, максимально уплотняем, удаляем остатки воздуха. Нитритная соль очень важный ингредиент, она всегда и везде применяется при производстве колбас. Раньше еще в старые времена использовалась селитра, но нитрит натрия в микродозах позволяет решить такую проблему, как ботулизм. И при взаимодействии с неоглобином, мясным белком, он дает именно тот самый ветчинный вкус, который мы привыкли всегда получать в колбасе. Содержание нитрита натрия составляет всего 0,4-0,6% на килограмм соли, что делает эту составляющую абсолютно безвредным, безопасным для здоровья. Точно таким же образом мы делаем предварительный посол жирного сырья свинины, используя нитритную соль и поваренную соль, и таким же образом упаковываем в zip-пакет.
Посоленное мясо и свинину и говядину мы ставим в холодильник с температурой, не превышающей 2-4 градуса, на 48-72 часа на предварительный посол. Через трое суток ровно, через 72 часа, я поместил мясо после предварительного посола в морозильную камеру на час-полтора, для того, чтобы температура мяса опустилась до нуля, ну или хотя бы не выше там 1-2 градусов. Для того, чтобы нам приготовить эмульсию для сарделек, на первом этапе подмороженное мясо необходимо пропустить на мясорубке, ну, с диаметром отверстия решетки там 2-3 мм, не больше. Отдельно я перекручиваю говядину и отдельно свинину. Очень важно в этом моменте контролировать температуру. Температура мяса не должна повышаться выше там 4-6 градусов. Вся переработка мяса должна проходить на максимально низких температурах. Это очень важно для предотвращения появления бульонного отека, так называемого, в процессе тепловой обработки. Перемолотое мясо я тщательно упаковываю и помещаю в морозильную камеру для того, чтобы поддержать необходимую температуру. Таким же образом я поступаю с жирным сырьем, то есть перемалывается на мясорубке свинина, делается контроль температуры, желательно бы он не превышал 1-2 градусов, и опять же до начала приготовления эмульсии помещаем его в морозильную камеру. В морозильной камере вместе с фаршем охлаждаются и сливки, температура которых тоже не должна превышать 1-2 градусов. Теперь необходимо подготовить швартенблок. Хранился он у меня с запасом в замороженном виде. Что это за ингредиент? На канале у меня есть подробное видео, как его приготовить. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка, нажав на которую вы можете перейти и посмотреть полный рецепт приготовления швартенблока. Швартенблок – это эмульсия, которая была приготовлена из свиных шкурок. Вот именно этот ингредиент позволяет получить вот ту самую сочность сарделькам, ветчинам и вареным колбасам. Вот эту упругость, которую получить другим способом очень сложно. Используя обычный бытовой миксер, мне необходимо измельчить швартенблок, добавив чуть-чуть воды, и получить такую мягкую однородную пасту, для того, чтобы потом добавить ее при составлении эмульсии для наших сарделек.
Вот такую однородную пасту удалось получить, разбив швартенблок в обычном бытовом блендере. И теперь мы переходим к составлению эмульсии. Предварительно подмороженный фарш до температуры 0,2 градуса я помещаю в чашу куттера бытового и закладываю туда все ингредиенты, которые необходимы по рецептуре для приготовления сарделек. Если у вас нет такого бытового куттера, вы можете использовать для приготовления эмульсии обычно бытовую мясорубку с самым маленьким отверстием диаметром решетки, или использовать бытовой миксер, пропустив небольшими партиями 2-3 раза все ингредиенты, которые необходимо подготовить для наших сарделек. Мясо у нас после предварительного посола. Добавляем мы сюда сахар, добавляем мы сюда пищевой фосфат, добавляем швартенблок, набор специй для сарделек и охлажденные сливки. Подробную рецептуру составления эмульсии вы найдете в описании к этому видео. Кутировать я в эмульсию буду в 2 захода по 2 килограмма, запуская каждую партию 3 раза по 1 минуте. Вот такого качества, такой консистенции получается эмульсия для сарделек из куттера. Самое важное – контролировать температуру эмульсии. Она не должна превышать 6-8 градусов. Готовую эмульсию я укладываю в контейнер и ставлю в морозильную камеру для поддержания низкой температуры. Если у вас остались какие-то вопросы по рецептуре, по составлению фарша, по приготовлению эмульсии, пишите в комментариях, я рад буду ответить. Пока охлаждается эмульсия, необходимо подготовить оболочку. Для оболочки я использую свиные кишки, свиная черева диаметром 38-42 мм. Они у меня в соленом виде, и я их предварительно замачиваю на 30-40 минут. Периодически я их промываю, меняю воду, и после этого я промываю череву под проточной водой. Наша эмульсия охладилась в морозильной камере до температуры не выше 4-6 градусов. Этого достаточно. Черева подготовлена, оболочка. И теперь я набиваю колбасный шприц. Для набивки сарделек я использую колбасный шприц бытовой, объем чаши 3 литра. Насадку предварительно необходимо протереть растительным маслом.
При набивке оболочки нужно стараться не сильно плотно набивать кишку, потому что при формировании сарделек будет возможность фарш эмульсию уплотнить. При формировании сарделек для того, чтобы убрать лишние воздушные пузырьки в оболочке, можно прокалывать зубочисткой или какой-то иглой. Вот таким образом, перекручивая в противоположную сторону, мы формируем наши сардельки. После завершения формирования сарделек, каждую из них я еще перевяжу колбасным шпагатом. Ну а сейчас мы приступаем к финальному этапу приготовления сарделек. Это тепловая обработка. Сегодня я буду использовать самый простой способ. Помещаем сардельки в кастрюлю, заливаем холодной водой, на медленном огне доводим до температуры 80 градусов и варим до температуры внутри сардельки 68-70 градусов. После этого сардельки наши готовы. Их необходимо охладить, то есть провести процедуру душевания. Для этого просто заливаем ледяной водой, которую предварительно мы подморозили в морозилке. Нам необходимо резко охладить сардельки, и чтобы пройти температуру образования бактерий молочно-кислых и опустить температуру ниже 28 градусов. Этап душевания, как правило, занимает 25-30 минут. Вот такие сардельки у нас получились в результате. Ну а теперь их можно готовить для подачи на стол. Их можно запечь в духовке, придать им такую хрустящую корочку. Их можно поджарить на сковородке, их можно подкоптить. Это прекрасный продукт, который можно подать на стол для своих родных и близких, угостить друзей. Сейчас я вам покажу один из вариантов, как можно приготовить сардельки и подать их на стол. Опускаем несколько штук сарделек в кипящую воду, буквально на 2-3 минуты, чтобы они прогрелись. Давайте посмотрим, какие сардельки получились у нас в разрезе. Воздушные пузырьки, которые присутствуют, это показывает то, что это именно ручная домашняя работа, это крафтовая работа. Пузырьки воздуха, которые остаются в шприце при набивке, это как раз показатель того, что это домашняя продукция. Сардельки упругие, сочные. Вот именно то, что сделал Швартенблок. Пищевые фосфаты помогли удержать влагу. При тепловой обработке мы не получили бульонного отека. И теперь эти сардельки я буду обжаривать на сковородке. Обжариваем по 2-3 минуты с каждой стороны, для того, чтобы придать румяную корочку нашим сарделькам.
Приятного аппетита вам, друзья! Готовьте сардельки домашние. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, оставайтесь в фудкорт, будет много вкусного.